Знаете, что общего у всех йогов, даосов, эзотериков и различных духовных искателей? Все они ищут бессмертие. И не только, кстати, они. Китайские императоры, что снаряжали целые экспедиции за эликсирами, индийские йоги, что сидели в пещерах по 50 лет и медитировали, превращая свое тело в радужное, египетские жрецы, что строили пирамиды, чтобы воскреснуть, и европейские алхимики, которые искали философский камень. И знаете, что самое смешное? Что как бы сказочно это все ни звучало, в истории человечества были такие люди, что и вправду находили бессмертие. Просто то, что они находили, не похоже на то, что мы называем жизнью. Бессмертие – это не когда ты вечно молодой, пьешь пиво и занимаешься сексом. Бессмертие – это когда ты продолжаешь существовать даже тогда, когда твое тело сгнило, испарилось, рассыпалось в пыль. И вопрос только в том, в какой форме ты продолжаешь жить. Кстати, если ты хочешь узнать, как не умирать, то подписывайся. Если ты хочешь понять, что бессмертие – это реально какая-то существующая вещь, жми, кстати, на кнопочку. А я расскажу про 9 способов, 9 дверей и 9 шансов никогда не исчезнуть из этой бесконечно огромной вселенной. Способ первый. Способ первый – это пересмотр, когда ты создаешь своего энергетического двойника. Суть. Ты собираешь всю свою энергию, размазанную по прошлому, и возвращаешь ее обратно, себе. Тогда энергия кристаллизуется в некого дубля, в твоего собственного двойника, отдельную, так сказать, сущность, которая может существовать без твоего физического тела. Пошагово это выглядит так. Шаг первый. Составляешь список всех людей, всех событий, всех своих психоэмоциональных состояний, которые ты испытывал в жизни от сегодняшнего дня в детство. Ну и отдельно, конечно же, всех своих сексуальных партнеров. Шаг второй. Садишься в замкнутое пространство, в ящик, в шкаф, либо закрываешься в темноте ванной. Давление темноты, кстати, помогает энергетическому телу отделяться. И медитируешь. Шаг третий. Вспоминаешь каждую ситуацию с дыханием. Вдох справа налево, забираешь свое. Выдох слева направо, выкидываешь все чужое. Шаг четвертый. Когда энергии становится достаточно много, она начинает кристаллизоваться в отдельную сущность, в дубль. Шаг пятый. Учишься управлять своим двойником. Он может жить, кстати, отдельно от твоего тела и путешествовать, существовать после смерти твоего тела. Сроки. Примерно где-то от 5 до 10 лет ежедневной практики, хотя пересмотр не заканчивается никогда. Побочки. Провалы в прошлое, эффект бабочки – это когда ты проникаешь в свое прошлое, как в реальные кинокартинки своей жизни. Потеря памяти, когда можно очнуться не в том месте или не в том городе, а иногда и совсем не в том мире. Двойник, в общем, может жить своей собственной жизнью, без тебя, а ты потом будешь отвечать за все, за что он натворил где-то там, пока тебя не было. Известные персонажи. Известные персонажи, говорят, были такие древние тольтеки. И они, кстати, описаны в линии Дон Хуана и книжках Карлоса Кастанеды. Но в реальности никто таких не видел. Способ номер два. Способ номер два – это даосская алхимия, внутренняя пилюля. Китайский путь, причем самый технологичный. Суть его заключается в том, что внутри тела выращивается бессмертный зародыш, который потом заменяет смертное тело. Пошагово это выглядит так.
Шаг номер 1. Очищение организма. Специальные диеты, голодания, употребляешь там травки различного характера, ну, например, женьшень. И тело должно стать тогда чистым сосудом. Шаг номер 2. Контроль своего собственного дыхания. Особые, так сказать, техники, позволяющие накапливать энергию ци в нижнем дянтяне. Ну, это там, где пупок. Шаг номер 3. Соединение энергии. Когда мужская энергия янь соединяется с женской энергией инь внутри твоего собственного тела. И тогда внутри тебя появляется зародыш бессмертия. Шаг 4. Это вынашивание зародыша, как беременная девочка. Годы медитаций, пока зародыш не станет самостоятельным. Шаг номер 5. Это рождение бессмертного тела. Это тогда, когда зародыш выходит из тела наружу и становится новой формой твоего существования. Сроки, примерно где-то от 10 до 30 лет. Причем, говорят, только под руководством мастера. По бочке можно сжечь свою нервную систему. Если неправильно будешь дышать, потому что залогом успеха является только брюшное дыхание. Также можно легко сойти с ума на этапе соединения энергии инь и янь, потому что когда кундалини поднимается, сахасрара, говорят, взрывается. И если зародыш недоношен, тогда 100% скорее всего ты погибнешь. Или получишь инвалидность. А известные персонажи в этой области – это Джан Будуань, который жил в 9 веке, реальный, кстати, персонаж, Лю Хайчань и также еще многие даосские отшельники, которые знают историю. Способ 3. Кайя-кальпа – это трансмутация тела в свет, или радужное тело. А тальтеки это называли третьим вниманием. Индийский путь, различных там ситхов, йогов, тантриков, выглядит так. Это когда твое физическое тело постепенно превращается в тело света, в некую, так сказать, божественную субстанцию, не подверженную смерти. А пошагово это выглядит вот так. Шаг номер 1. Рассаяна – это употребление различных алхимических препаратов из минералов и трав, которые продлевают жизнь и очищают тело. Шаг номер 2. Конечно же, это йогическая пранаяма. Особые дыхательные техники, которые разжигают внутренний огонь. Шаг номер 3. Это кундалини-йога. Подъем энергии по позвоночнику. Это когда ты с помощью некой змеи, которая поднимается по твоему позвоночному столбу, энергия, сжигает внутри тебя все твои кармические отпечатки. Шаг номер 4. Шаг номер 4 – это трансмутация. Это когда клетки твоего организма начинают светиться и превращаются в чистую энергию. Шаг номер 5 – это великий переход. Называется кайя-вьюха. Это когда твое тело растворяется в радужном свете и остается только одежда. Звучит очень романтично, а на деле очень болезненно. Сроки. Обычно на подобное мероприятие уходит около 12-20 лет интенсивной ежедневной практики. А побочки тоже есть. Тело может начать светиться раньше времени, и тогда придется прятаться, чтобы люди тебя не поймали и не разобрали на органы. Потому что неправильное поднятие кундалини – это либо смерть, либо паралич, либо застенки психиатрической лечебницы. В общем, процесс, если его начать, необратим. И назад, дорогой мой товарищ, дороги нет. Известные персонажи – это Рамалинга,
который растворился в свете в 1070 году, Тирумулар и еще 18 тамильских ситхов плюс 84 махасидха, которые реально описаны в ведических традициях и, к слову, реально существовали. Способ номер 4. Это паракья правишана. Это тогда, когда ты с помощью определенных темных практик умудрился научаться вселяться в чужое тело. Кстати, самый жуткий способ, который практиковался древними тибетцами и индусами. Суть. Ты учишься переносить свое сознание в другое тело, живое или мертвое. А пошагово это выглядит вот так. Шаг номер 1. Ты нарабатываешь силу своего сознания через различные медитации, аскезы и другие духовные практики. Это когда твое «я» должно стать достаточно сильным, чтобы отделяться от твоего тела. ВТО это называется, внетелесный опыт, так сказать. Шаг номер 2. Это тогда, когда ты учишься выходить из своего тела по желанию. Здесь используются различные практики, включая и осознанные сновидения. И, соответственно, конечно же, астральные путешествия, как это принято называть. Но все же это просто внетелесный опыт. Шаг номер 3. Это когда ты находишь свое подходящее тело. Обычно молодое, здоровое, только что умершее, или здоровое, специально выращенное и подготовленное. Находишь, в общем, так сказать, добровольца, согласного обменяться с тобой сознанием. Шаг номер 4. Переносишь свое сознание в это тело. Техника называется тронгджунг в тибетской, кстати, традиции. Шаг номер 5. Приживаешься, так сказать, в новом теле. Все это может занять месяцы. Придется, в общем, учиться заново. Ходить, говорить и управлять органами. А сроки обычно 10-15 лет. 10-15 лет интенсивной практики и подготовки. А потом просто момент переноса в готовое тело. Здесь, кстати, тоже есть побочечки. Можно застрять между телами и стать призраком. Новое тело может отторгать сознание. В общем, можно не прижиться. Также могут существовать некие кармические последствия за вторжение в чужую жизнь. И в тибетской традиции это считается очень опасным, а в европейской неэстетично. В общем, против норм этики и морали. Люди, в общем, которые писали про это вот так вот сказали. В общем, все это опасно. А известные персонажи, они скрытные, но все же известные. Тибетские ламы, индийские йоги, которые упоминаются в тантрах Упанишадах. Это истории Ананда Бабы, история о Борхе, и история о Свами Раме. О реальных персонажах, которые умели подобное делать. Страшный, в общем, способ, но вполне вероятный. Способ номер 5. Способ номер 5 – это философский камень, алхимическое бессмертие, европейский путь, так сказать. Алхимия в чистом виде. Его суть – это создание некого вещества, которое превращает смертное тело в бессмертное. А пошагово это выглядит так. Шаг номер 1 – это изучение различных алхимических текстов. Гермес Трисмегист, Изумрудная скрижаль, труды Парацельса и так далее. Шаг номер 2. Работа в лаборатории, годы экспериментов с различными веществами и поиск первоматерии. Шаг номер 3. Прохождение различных стадий. Негредо – черное, альбедо – белое и рубедо – красное. О чем они, в общем, там пишут, может разобраться только алхимик. Шаг номер 4. Это получение философского камня.
красного порошочка, способного превращать металлы в золото и исцелять любые болезни. Шаг номер 5 – это прием эликсира в микродозах внутрь. И тело, говорят, постепенно трансформируется и становится бессмертным. Ну а сроки – вся жизнь. Многие искали, так и не нашли. Но все же, говорят, были персонажи, которые нашли. Это Никола Фламель, который жил несколько сотен лет, граф Сен-Жермен, Парацельс и другие персонажи. И еще грешат на графа Калиостро, потому что его труп так никто и не нашел. Также здесь бывают и побочные эффекты. Это отравление ртутью и свинцом. Кстати, многие алхимики померли именно от этого. И, соответственно, конечно, от употребления непонятно чего можно сойти с ума. Или от многолетних поисков тоже можно сойти с ума. А если все-таки нашел этот некий алхимический препарат, который способен превращать металлы в золото, способен освобождать твой организм, так сказать, от любых болезней, то придется об этом молчать, скрываться и прятаться. А иначе опять поймают и разберут на органы. Способ номер 6. Это тело сновидения, бессмертие во сне. Это, кстати, путь магов и путь тольтеков, которые редко в жизни встречаются. Но, говорят, бывают, некоторые с ними общаются. Суть. Ты настолько развиваешь свое тело сновидений, что оно становится реальнее физического. И когда физическое тело умирает, ты продолжаешь жить в пузырях своих сновидений. Пошагово это выглядит так. Шаг номер 1. Осознанное сновидение. Ты учишься просыпаться во сне и контролировать в них происходящее. Шаг номер 2. Это стабилизация. Стабилизация своих пузырей восприятия. Тогда, когда ты удерживаешь свои осознанные сны часами. Строишь там другие миры, встречаешься с другими сновидящими и неорганическими персонажами. Шаг номер 3 – это развитие тела сновидения, когда оно становится таким же плотным, как физическое. И шаг номер 4 – это слияние. Это когда ты учишься переходить из физического мира в мир снов, без потери своей осознанности, и обратно из мира сновидений в реальность. Шаг номер 5 – это финальный переход. Когда твое физическое тело умирает, ты просто заменяешь его дублем. А сроки реализации подобных мероприятий, говорят, примерно где-то от 5 до 30 лет. В зависимости от интенсивности практики. И здесь есть побочные эффекты. Это размывание граней реальности. Это тогда, когда ты перестаешь понимать, где явь, а где правь, где навь, и что вообще, собственно говоря, происходит. И, соответственно, конечно же, можно застрять в мирах снов или в каком-нибудь кошмаре, причем навсегда. Когда другие существа из тех миров, которые там, могут быть опасны и могут тебя поймать. А известные персонажи, опять же, почему-то книжные. Такие, как Карлос Кастанеда, тольтеки. И, говорят, были какие-то еще австралийские аборигены. Способ номер 7. Способ номер 7 – это праноедение. Это когда ты вкушаешь бессмертную амриту, как нектар. Это путь отшельников, которые живут в Гималаях, где-то высоко в горах в Тибете. А его суть заключается в простых вещах. Ты начинаешь питаться энергией солнца напрямую и перестаешь питаться обычной едой. И тогда, говорят, твое тело перестает стареть, потому что нет токсинов и нет никакого переваривания и пищеварения. А пошагово это выглядит так. Первое.
постепенное очищение организма. Длительные голодания, пракшаланы промывания, в общем, очищение. Шаг номер 2 – это переход на жидкое питание, соки, вода, молоко. Шаг номер 3 – это практики набора энергии. Это когда ты медитируешь на солнце и питаешься им, словно воздухом. В общем, пранаяма. Шаг номер 4. Активизация сома-чакры. Это когда центр внутри твоей головы раскрывается, и нектар бессмертия прямо внутри твоей шишковидной железы выделяется. К слову, говорят, в науке это называется димти. Шаг номер 5. Полный отказ от еды и от воды. Тогда твое тело уже живет на нектаре и на пране. И старение, говорят, останавливается. Ну а сроки исполнения обычно от 3 до 8 лет. Здесь, кстати, тоже есть побочки. Можно умереть от истощения, если перейти на праноедение слишком быстро. Социальная изоляция, потому что с кем-то поесть, но уже просто не получится. Ну и тело, соответственно, может стать очень чувствительным к различным загрязнениям и токсинам. И можно начать загоняться. Ну, перед тем, как очищаться, нужно сознанием, так сказать, внутри самого себя растворяться. Ну, а известные персонажи – это Пралада Джани. Был тут, кстати, один индийский йог, который не ел, не пил 70 лет. Кстати, живет где-то и сейчас. Ну и, говорят, еще были какие-то тибетские ламы. Реальные персонажи. Способ 8. Растворение в абсолюте. Считается высшим бессмертием. Буддийский путь Адвайта. Его суть заключается в том, что ты понимаешь, что смерти нет, потому что тебя тоже нет. Есть только единое, вечно юное сознание. И ты входишь в это состояние. Ты просто растворяешься в нем и продолжаешь существовать. Так же, как все. Просто как человек. Пошагово это выглядит так. Шаг номер 1. Изучение философии, веданта, буддизма, адвайта и понимание иллюзорности всего. Иллюзорности всего, включая твое собственное «я». Шаг номер 2. Это медитация. Это тогда, когда ты учишься выходить за пределы своего ума и видеть свою истинную природу, как бы со стороны. Шаг номер 3. Это самоисследование. Постоянный вопрос «Кто я и где я?», пока не исчезнет сам спрашивающий. Шаг номер 4. Шаг номер 4 – это просветление, которое рано или поздно наступает на удивление. Это когда ты осознаешь себя больше не телом, не умом, а осознаешь себя чистым сознанием. Шаг номер 5. Смерть воспринимается как иллюзия. Это когда тело умирает, а ты просто остаешься тем, кем всегда был. Бесконечным сознанием. Ну а сроки в редких случаях мгновенно. Ну или через годы практики. Для большинства. Также есть и побочки. Можно застрять в пустоте и потерять связь с миром. Нет никаких гарантий, что ты сохранишь свою собственную индивидуальность и не сойдешь с ума. Ну, а также окружающие люди. По мере практики будут растворяться так же, как и твое «я», и ты останешься один. Ну, либо тебя начнут считать сумасшедшим. Ну, а известные персонажи в этой области – это Рамана Махариши, Нисарангтха, Махарадж, Будда, Иисус Христос. Ну и 9 способ. Самый практичный. Это память. Это тогда, когда о тебе помнят. Самый, кстати, простой, но и в то же время самый сложный способ.
Его суть заключается в очень простых вещах. Если о тебе помнят, то ты, мой дорогой брат, не умираешь. До тех пор, пока о тебе помнят. Причем не в переносном смысле, а в самом прямом. Потому что память питает твою энергию и позволяет существовать тебе где-то там на другой стороне после смерти. Ну а пошагово это выглядит так. Шаг номер 1. Делай что-то, что о тебе привнесет память в вечность и тебя запомнят. Очень громкое и что-то очень важное. Ну, например, какой-нибудь подвиг, или открытие, или творение, ну, или преступление. В общем, неважно, что ты сделаешь. Главное, чтобы тебя запомнили. И важно, чтобы тебя не просто запомнили, но и еще и говорили о тебе. Шаг номер 2. Ты, значит, умираешь. Умираешь так же, как и все, но твой образ, твоя энергия, твоя сущность остается в сознании людей. Шаг номер 3. Каждый раз, когда тебе вспоминают, ты получаешь энергию, как глоток живительной воды. Ох ты ж! Помнят. Ну и чем чаще о тебе вспоминают, тем больше энергии ты получаешь. Шаг номер 4. Если о тебе помнят достаточно долго и достаточно сильно, ты можешь проявляться в мире как некое явление и влиять на события, появляться во снах и даже иногда материализоваться. Ну и шаг номер 5, окончательный, бесповоротный, это бессмертие в человеческих умах через память. Ну а сроки зависят только от тебя, мой друг. Есть, конечно же, и побочные явления. Память может искажаться. Тебя могут запомнить не таким, какой ты есть. На самом деле, ты можешь стать мифом, легендой, но не самим собой. Ну и, соответственно, тебе могут забыть. И тогда ты исчезнешь, как и любой эгрегор. Ну, а известные персонажи в этой области – это Ахилл, бессмертный воин, кстати, Иисус Христос, Будда, Пифагор, Пушкин. В общем, все великие, те, о ком помнят тысячелетия. В общем, это 9 способов бессмертия, о которых я сегодня рассказал тебе, мой друг. Еще раз их перечислю. Первое – это пересмотр. Это когда ты создаешь свой дубль, который живет после смерти, заместо тебя. Даосская алхимия – это выращивание внутри самого себя бессмертного зародыша. Кая-кальпа – это превращение своего тела в радужное свечение. Прая-кая – это когда ты вселяешься в тела других людей. 5 – это философский камень, алхимический эликсир. 6 – это тело сновидений. 7 – это пранаедение. А 8 – это растворение в абсолюте, самадхи и нирвана. Ну и 9 – это память. Бессмертие через людские воспоминания. В общем, все эти способы, дорогой мой друг, работают. Но ни один из них не дает гарантии. Потому что бессмертие – это не конечная точка любого человеческого путешествия. Это всего лишь путь. И это постоянная работа. Постоянная работа над самим собой. И это выбор. Выбор каждый день. Жить или просто существовать. Кстати, напиши мне в комментариях номер способа, который выбрал бы ты. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. Посмотрим, сколько здесь реально существующих персонажей, которые желают бессмертия. В общем, если ты дослушал до конца, ты либо ищешь выход, либо тебе просто интересно.
В любом случае, ты уже свой. Поэтому ставь лайк, как флажочек, и оставь здесь отметочку, что ты тут был. Подписывайся. Входи в орден безумцев, ищущих бессмертия, которые не согласны исчезать из этого мира. И помни, всегда помни, бессмертие начинается не после смерти, а прямо сейчас, с твоего собственного выбора. И я, кстати, выбираю номер 1. А ты?